Всем привет! Меня зовут Анжелика, и вы на моем канале Fit Кухня Жизни. И сегодня мы начнем наш эфир, наши рецепты вот с такого прелестного напитка, с глотка такого прелестного напитка. Это Активайс. О нем я рассказываю в своих видео. Ищите в распаковках. И сегодня мы приготовим вкуснейший кето-десерт. Это мой авторский рецепт перевертыш с грушей. Ни капли сахара, ни капли кокосовой муки, только нежнейшая миндальная мука со сметаной. И там будет самый интересный ингредиент в этом тесте, в этом рецепте. Он такой очень-очень индивидуальный, но вы его все знаете. Это не буду говорить. А еще я вам расскажу и покажу, почему десерты на аллюлозе самые вкусные и самые нежные. Ну что, интрига пошла? Тогда идемте готовить. Аллюлоза как магия, сливочным маслом душа его полна. Итак, мы готовим наш торт перевертыш, и в первую очередь нам нужна карамелизация сделать груш. Значит, для этого мы берем аллюлозу, груши и сливочное масло. И как бы нужно ставить сковородку или форму такую, что можно на печке, так? Но у меня этого нету, и поэтому я карамелизацию буду проводить в микроволновке. Я посмотрю, как это будет. Я это буду проводить впервые, и поэтому я посмотрю, как лучше ее проводить. Или в духовке сделаю карамелизацию, или в микроволновке. Я потом все вам расскажу. А сейчас мы готовим груши до карамелизации. Сначала мы аллюлозу смешиваем с маслом и ставим ее карамелизироваться. Я не могу показать этот ход, потому что у меня нету такой формы, чтобы можно поставить на печку, потому что у меня печка индукционная. И нету такой формы, чтобы потом сразу можно было влить тесто, потому что груши уже мы потом после этого трогать не будем. И нужно потом сразу выливать тесто и ставить в духовку. К сожалению, у меня такой здесь формы нету, так как я сейчас в Польше живу, а вообще у меня все в Украине осталось. Поэтому будем делать из того, что у нас есть. Так что поехали карамелизировать грушу. Я потом вам все расскажу, как лучше все это сделать. Взяли мы примерно, взяли 2 груши, примерно 400 грамм, да. Забыла вам сказать, что груши надо брать именно твердых сортов. И сейчас мы эти груши будем резать на слайсы. Еще раз повторю, что вес наших груш примерно 400 грамм. И режем мы наши груши на слайсы. Красиво режем. Аллюлоза как магия, сливочным маслом душа его полна. Миндальная мука, карамель. Хотела вам показать, какого цвета должна быть аллюлоза. Видите, она такая желтенькая, коричневая. Это вот она начала уже карамелизироваться. А сверху это корица. Я забыла вам сказать, что это корицу еще положила, еще хорошо. И теперь на эту нашу карамельку мы выкладываем грушу. Яйца золотятся в тесте ароматном, ванилин струится, как нежность всех. И вот такая красота у нас получилась. Мы должны дать грушкам постоять. Еще я вам забыла сказать, что нужно грушку резать крупно. Я порезала ее мелко, вернее тонкими слайсами, а лучше резать грушу толстыми или кубиками, или длинными полосками, но чтобы кусочки были толстые. А сейчас я хочу вам рассказать, почему аллюлоза лучше, чем эритрит. Потому что происходит настоящая карамелизация. Это главное преимущество. Эритрит при нагревании просто плавится, а при остывании часто кристаллизуется и похрустывает на зубах. Аллюлоза же ведет себя как сахар. Она превращается в тягучую и липкую
и ароматную карамель, которая идеально пропитывает грушу. Отсутствие эффекта холодка. У эритрита есть специфическое послевкусие, напоминающее ментоловую свежесть. Аллюлоза по вкусу на 95% идентична обычному сахару, без всяких-либо посторонних привкусов. Мягкость выпечки. Аллюлоза удерживает влагу, с ней тесто получится более сочным и нежным, тогда как выпечка на эритрите часто бывает суховатой и быстро черствеет. Текстура соуса, да, вот нам еще важно, вот наш торт будет перевертыш. В перевертышах важно, чтобы фруктовый сок смешался с подсластителем и образовал глазурь. Аллюлоза создает идеальный глянцевый слой, который не засахаривается на следующий день. И кишечный комфорт. Для многих аллюлоза усваивается легче, чем эритрит, который в больших дозах может вызвать вздутие. И важный нюанс. С аллюлозой пирог станет румяным, золотистым гораздо быстрее, и поэтому нам надо внимательно за этим следить. Вот так вот. И сейчас готовим мы тесто. Танцы кружится, невольно захватит каждый кусочек волшебство. Готовим наше тесто. Для этого нам надо мука, сметана, разрыхлитель, яйца, аллюлоза и масло сливочное. Все, пошли готовить тесто. Итак, взбиваем яйца с аллюлозой до пышной пены. Перевертыш нежный, словно мечта, с грушей сладкой аллюлоза, как магия. Мы взбили наши яйца. Смотрите, какая у нас пышная структура, какая пышное яйцо, пышная масса от яйца получилась. Мы когда взбивали, немножко добавили соли, совсем для равновесия, баланса вкуса. И положу разрыхлитель в муку. Наша мука, и сюда мы ложим разрыхлитель. Все. Добавляем масло. Оно должно быть растопленное, но не горячим. Уже у нас оно остыло. Добавляем яйца, чтобы яйца наши не сварились. Добавляем масло. И сметану. Сметану надо брать чем жирнее, тем лучше. У меня 18%, но если вы возьмете 20%, то это тоже будет очень хорошо. Сливочным маслом душа его полна, миндальная мука, карамель, все как в сказке. Вкус момента, в котором она живет, каждый слой секреты свои хранит. Этот торт взорвет любые преграды, в сердце оставит сладкий след любви. Смотрите, тесто у нас получилось такое нежное, кремового цвета, очень приятное. Сейчас мы добавим еще ваниль для запаха и вкуса. Можно порошочка, можно, так как у меня бургундская ваниль. И тоже все это хорошо размешаем. Смотрите, какое приятное тесто, как оно пахнет. Вы просто себе не представляете, там груши пахнут с корицей, а здесь пахнет наше тесто с ванилью. Дайте я попробую это тесто, мне прямо уже выделяется слюна. Какое оно вкусное. Можно даже и не готовить его. И наше тесто теперь выливаем на груши. И распределяем его по всем грушкам. Торт перевертыш нежный, словно мечта, с грушей сладкой аллюлоза, как магия, сливочным маслом душа его полна, миндальная мука, карамель, все как в сказке. И вот такая у нас получилась красота. И мы эту красоту отправляем в духовку на 160 градусов. У нас должна быть духовка. И 35-40 минут. Но я вас все время предупреждаю, смотрите по своей духовке, чтобы
наш тортик не сгорел, потому что аллюлоза, она очень быстро готовится и приобретает такой кремовый цвет. Поэтому все смотрим, температуру тоже смотрим по духовке. Все, пошли готовить. Да, я вам забыла сказать, что я делала карамель в духовке, потому что в микроволновке мне не видно было, и поэтому я карамель сделала в духовке. Даже очень и неплохо, так как у меня электропечка. В тесте ароматном. И вуаля! Наш торт приготовился. Давайте посмотрим, готов он или нет. С шпажкой. Сухая. Видите, сухая шпажка. Я вам хотела сказать, что он у меня приготовился быстрее, неж за 40 минут. Потому что у меня духовка небольшая, форма у меня более такая разложистая, да, ну, квадратная. Если будет круглая и высокая, то будет действительно, наверное, 40 минут готовится. А так у меня приготовился он быстрее, примерно за 25 минут. И я вам хочу рассказать, что в этом торте есть секретный ингредиент моего авторского рецепта, который дает миндальному тесту ту самую благородность, влажность и легкую текстурную, легкую кислинку, сближая его с максимальным бисквитом. И это секретный ингредиент называется сметана. Да-да, сметана здесь и есть самый секретный ингредиент. И сейчас мы дадим немножко остыть, потому что только вытянули горячее. Чтобы перевернуть его, нужно, чтобы можно было руками браться, потому что так горячо. Наш тортик должен немножко постоять, остыть, потому что горячий, ручки не могу перевернуть. И он немного пропитается нашим маслом с аллюлозой, потому что у нас под низом еще груша, грушевым соком пропитается. И посмотрим, какая у нас груша красивая будет. Она должна закарамелизоваться, потому что у нас аллюлоза карамелизуется, но очень-очень еще горячая, и еще есть как бы сок с груши, поэтому он должен все впитаться, и тогда торт будет вообще влажным, и не надо его ничем будет пропитывать. Будет очень-очень влажным, очень вкусным. Так что ждем. Сейчас мы его будем переворачивать. Смотрите, как он хорошо отходит от всех стеночек. Вы просто не представляете, какой у меня запах стоит на кухне. Это запах ванили, корицы, с запахом груши, плюс еще такой сливочный запах сливочного масла со сметаной, дает такой сливочный вкус и запах. Вы просто не представляете, какой сейчас запах стоит. Даже нельзя передать это словами. Это такой теплый, такой приятный запах, такой располагающий, расслабляющий запах. Это так приятно. Ну и давайте мы перевернем наш торт. Оп, 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 оп. Ой, вуаля, он такой горячий. Он еще такой горячий. Смотрите, какой он красивый. И влажный, но надо дать ему остыть. Еще, видите, парует, горячий. Этот тортик нужно, чтобы он немножко постоял и остыл. Видите, какой пар идет. Какой у нас красивый он. Вот только посмотрите, какой он красивый у нас получился. Надо дать грушам, надо дать немножко остыть. Ну что, давайте резать и смотреть на структуру нашего тортика. Как он мягко режется. Прямо смотрите, какой мягусенький. Какой он у нас мягенький. Какая груша у нас мягкая. Смотрите, даже не чувствуется, что там груша. Сейчас мы его возьмем. Немного неудобно. Ну ничего, мы справимся. Сейчас покажу вам, какой, смотрите, какой он на разрезе мягенький.
Все пропиталось, вы только посмотрите. Давайте попробуем. Какой он вкусный. Я не могу остановиться. Это просто бомба. И всем все надо. Это просто бомба. Я уже язык съела. Уже... Смотрите, что от куска осталось. Это просто... Он просто тает, и даже жевать его не надо. Это просто восхитительно. Это... Я не могу передать словами. Все, я пошла кушать. Все, всем надо. И вот что осталось. Вот что осталось. Он очень. Вы посмотрите, какая структура. Вы посмотрите только, посмотрите. Это очень вкусно. Я уже начала есть второй кусок. Но вы знаете, что я хочу сказать? Его много не съешь. Действительно, надо было не 50 грамм аллюлозы ложить, а меньше. Ну, для меня это сладко. И он очень питательный. И его много не съешь. Вот я второй кусочек как бы заканчиваю небольшой. И уже как бы достаточно. Но язык проглатываю. Это просто вкусно и очень бомбически. Готовьте. Наслаждайтесь вкусом. Это такое соединение вкусов вы просто себе не можете передать. Такое сочетание, как ваниль, корица, груша и миндальное молоко. Это симфония. Сочетается миндальное молоко с перевертышем нашим, торт, пирог. Там тоже есть миндальная мука. Это соединение сметаны, сливочного масла, аллюлозы. Она такая вязкая стала. Сейчас тесто уже остыло. И оно такое карамельное тесто стало. Это восхитительно. Это бомба. Так вот, молоко миндальное и наш торт – это супер бомба. Ну что, сегодня мы с вами приготовили очень вкусный кето-пирог, кето-торт. Наш перевертыш с грушей. Он получился невероятно влажным, невероятно вкусным и совсем не похож на кето-десерт. Вы поразились и поразитесь карамели аллюлозе. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки. Приводите сюда друзей, мы все вместе будем здесь готовить. И если вы хотите и любите простые, изысканные рецепты, подписывайтесь на канал. Вот так вот, ставьте еще лайки. Подписывайтесь на канал, приходите на канал в телеграм-канале. Там у меня есть свой канал, и там очень интересные мы темы разбираем. И будем готовить все вместе очень полезные, изысканные и вкусные десерты. Приятного аппетита всем! Все, пока-пока!